Всем привет, друзья! Меня зовут Федор, это канал Tracker in Scandinavia. У меня произошла заминка небольшая, у меня повредился файл при съемке, и я об этом узнал только на монтаже, поэтому приходится выкручивать как есть. Не помню, о чем я говорил, но скажу о том, что, собственно, это видео о моем канале, о моей деятельности на канале. 3 года как активно я снимаю YouTube, дата его основания указана в описании немножко некорректно. Я в эту дату закинул просто 2 видео, я не понимал вообще, что куда, зачем, просто закинул, забыл про них, все. Затем я уже вернулся и начал снимать полноценно, начал во всем разбираться, изучать, как, где, что, зачем, куда, почем и так далее. Я стараюсь всегда улучшать свое качество, у меня 2 камеры отдельные, плюс телефон с хорошей камерой, микрофоны беспроводные и так далее. Все я вам позже покажу. Собственно, я еще что-то говорил там, я не помню, что я говорил, поэтому дальше уже смотрим оригинальное видео. С приходом зимы у меня появляется более, конечно, активность на канале, ну и это как бы логично и понятно. От Скандинавии все ждут зиму, трэш, буксуют, цепи и так далее. Значит, один из популярных таких вопросов при личной встрече или еще в комментариях бывают, пишут, это получаю я ли за это что-либо, зарабатываю я что-либо. Да, зарабатываю. Как я говорил ранее, я монетизацию подключил очень быстро, но там были по нулям. Ну не по нулям, 1-5 долларов в месяц, там что-то такое у меня было, конечно же, на старте. Сейчас могу сказать, что интернет я отбиваю. У меня выходит 50-100 долларов в месяц. Да, скажете, да, это что пыль, зачем, для чего? Естественно, но нужно работать, нужно развиваться. Я вам озвучил также на популярных каналах, сколько стоит встроенная реклама. Ко мне обращаются сейчас только с такой рекламой. Это букмекерские конторы, какие-нибудь казино, биржи, шмиржи, всякий бред, который я точно никогда рекламировать не буду, потому что это не вяжется с концепцией моего канала. Поэтому мне еще рано, так сказать, нужно дорасти до нормальных предложений в тематике автомобиля, транспорта, в целом дальнобоя, неважно, туризма даже, то есть вот эта тематика мне подходит. Поэтому да, выходит отбивать интернет. За интернет я потому что плачу. На данный момент у меня выходит за 2 месяца, так будет проще просто сказать, за 2 месяца я 3 раза покупаю интернет. То есть мне на месяц его не хватает, но и 2 интернета на месяц тоже это много. То есть выходит 3 раза я покупаю по 150 гигабайт за 2 месяца. Интернет у нас стоит, сколько он там стоит-то вообще? 45 евро, да, наверное, 150 гигабайт Теленор пополняшка стоит. Интернет шведский, естественно. Ну и чем дальше идет время, тем почему-то файлы становятся все больше. Ну, я уже плюс-минус с качеством где-то разобрался, и ролики стараюсь где-то подрезать, где-то уменьшить, где-то убольшить качество, чтобы, плюс-минус как-то соответствовало, когда над роликом сидишь, долго работаешь. И тем более, понятное дело, чем длиннее ролик, тем он тяжелее весит. Плюс также второй канал. Да, второй канал также там приносит мне какие-то там 20-30 долларов. Там, кто не в курсе, я просто снимаю вождение. Называется он Федор Гурбо по-английски, запитан под английский язык. Фишка его была в чем под игровую аудиторию он был создан, то есть тупо скопирован с одного блогера эстонского Криста Багинского. То есть я ничего не стал мутить, а так же, как он, тупо снимаю прямолинейные, прямые видео. Поставил камеру на голове или тут за спиной и снимаешь дорогу. И аудитория тоже находится, он не занимает у меня долго времени. Самое, что занимает времени, это просто камеру на башке вести, потому что у меня потом болит лоб.
от нее. Вот. Но монтаж быстрый. То есть только края обрезал, грубо говоря, и вперед и в путь. Очень просто это делается. Ну и плюс какие-то вот он себя, точнее с канала-то собственный себя также он оправдывает. Я не в минусе за счет него. Ну, я говорю, это только вот вышло, в принципе, с конца 2022 года, что хотя бы что-то начало примерно отбиваться, потому что так я шел в минус с покупкой камер. Камеры у меня было 2, затем после DJI Pocket 2 была куплена GoPro, которую я разыграл в прошлом году. На замену GoPro была куплена DJI Action 4. Сейчас мы подробно я вам каждое все покажу, что у меня есть. Также комплект микрофонов DJI Mic. Это 2 беспроводных микрофона, подключаются ко всему, чему только можно. То есть, так как у меня теперь 3 беспроводных микрофона, я могу одновременно записывать с хорошим звуком одновременно 3 человек. Вот. Ну, короче, вооружен. Ну и по мелочам всякие аксессуары, штативы, шмотивы, аксессуары, там все, это крепления разные. Вот за последнее я отдал $50. Сейчас прямо на нем стоит камера, которая снимает. Вот, поэтому кажется. Плюс расход видео, как он забыл, редактора. У меня лицензионный Movavi, я пользуюсь такой фирмой. Мне она понравилась, там доступно ребята объясняли как, что, так как я был деревянный во всем, кстати, да, что я не сказал, что я вообще понятия ни о чем не имел. Ни в съемках, ни в монтаже, ни в целом этой вот операции на ютубе, как там, что там, студия, параметры, аналитика, оптимизация, таких слов страшных даже не знал. Но я это все тупо сидел, изучал. На данный момент как-то у меня более-менее есть картина передо мной, что, как и что и зачем, в какой последовательности мне делать и что мне делать категорически нельзя. Ну и, значит, к чему я что веду? Естественно, первая моя цель была вообще в целом, когда я уже начал снимать, вошел в азарт, так, ага, мне нужны просмотры. Как делать просмотры? Нужно улучшать качество видео. И погнал. У меня были конкуренты. Конкуренты были конкретно скандинавские водители, кто снимал видосы, но их было немного действующих. Я имею в виду действующих с самого начала, как я начал снимать. Значит, у меня был Борис. Это канал Borx, но мы с ним все вначале познакомились, общались по каналу, как, что, как у него, как у меня, там обсуждали моменты. Вот. Ну и потом как бы тоже у него канал не набирал просмотры, и в общем он отказался дальше что-то снимать, он ведет свою деятельность там в Инстаграме, я не знаю, может быть в ТикТоке, понятия не имею. Вот. Знаю, что в Инстаграме точно он ведет что-то. И, естественно, многие его знают, скандинавский бродяга, Юра. С Юрой Воробей. Не знаю, попал он под колеса или нет. Ах, как раз он меня перед ямкой остановил. Значит, с Юрой мы тоже лично познакомились, пообщались. Вот. Ну, Юра тоже человек в возрасте. И снимает редко крайне. Раз в 3 месяца бывает что-то выложит. Но на тот момент он тоже как бы довольно-таки активно снимал, я так хочу сказать. Ну и, естественно, моя была цель уйти вперед от всех. Естественно, Бориса я быстро обогнал. И следующим на пути у меня стоял скандинавский бродяга. Его я также догнал в прошлом году, осенью. Я его обогнал по всем показателям. Это и по подписчикам, и по количеству в сумме просмотров на канале. Ну и по активности тоже. То есть я смотрю, что если он уже загружает какой-то ролик, то его смотрят только его преданные подписчики, которые там с ним с самого начала, возможно, были. Вот. Ну и, конечно же, я понимаю на этом фоне, что тоже занимает время, тоже и там он делает это все, старается, и он не получает просмотры, ну и, конечно же, желание пропадает. Снимать, тратить свое время, тратить свои, опять-таки, выходные. Вот. Но у меня же сторона другая. Какие возможности передо мной открылись? Это гонка, это развитие. Во многом было. Развитие во всем. То есть я вообще постиг абсолютно для себя новую тему. И дальше расти, развиваться. Еще огромное количество вообще вариантов, не стоять на месте. Я занял свое время. Что я делал до YouTube канала в выходные?
Хорошо, если есть где-то ты прогулялся, там походил, да, круто, молодец. Дальше ты берешь банку пива, футбол, посмотрел футбол, попил пиво. Дальше ты начинаешь играть в футбол. Ну вот. Сейчас хотя бы немножко поменялись такие. Есть куда идти, хорошая погода, пошел погулял, снял видео, пришел, сел делать видео. Ну, конечно же, сейчас у меня более налаженная эта система идет. И так как я в основном снимаю вот раз в неделю делаю, так это очень как бы проще выходит. Например, я субботу трачу на монтаж, воскресенье у меня свободное, да? Зачастую просто в субботу я могу куда-то подъезжать, доезжать, и у меня выходит там полдня. В целом сейчас у меня именно на снятый материал, на монтаж уходит где-то от 3 до 6 часов. Это на монтаж. На съемку у меня может уходить и неделя. Тут уже в зависимости, какое я видео снимаю. Следующая еще моя цель была обогнать тех, кто был уже когда-либо здесь. Именно коренные, кто снимал сразу Скандинавию и кроме Скандинавии ничего не снимал. То есть я сейчас сразу хочу вам сказать, там, кто там знает по-любому, кто смотрит меня, Даг Дальнобой, он залетный сюда залетел, тут что-то поснимал и улетел обратно, то есть я его не беру в расчет вообще ни разу. Вот, ну и как бы придет и его время, я и его обгоню так немножко, чтобы навсегда успокоиться. Были такие каналы, как я уже не вспомню. Андрей Босун. Андрей Босун тоже не коренной скандинав, он снимал Европу, затем он перешел в Скандинавию. Но и многие его знают, на самом деле, он на слуху был у всех. Нравилось, потому что он был, во-первых, один из первых, даже, может быть, самый первый, кто показал Скандинавию в Ютубе. И от этого многие его знают, конечно. Но он тоже перестал, что-то перегорел, выгорел. И он тоже давным-давно не снимает, и никто не знает, где он. Ну, говорят, вроде бы все с ним хорошо, работает, где-то работает. Вот. И также еще был 2 еще там YouTube канала. Ролик там дальнобой по Скандинавии, что-то там лишь бы что снимает, я так смотрел глазом. То есть, ну, я смотрю других, кто водители и блогеры, я смотрю тупо для аналитики всех. То есть, ну как смотрю, вот я там раз в полгода сел, просмотрел, что там, как, где, кто чем дышит, ага, посмотрел, сделал свои выводы, все, дальше мне это не интересно абсолютно смотреть еще кого-то, ну, на ютубе, делать мне больше ничего. Вот, поэтому в данный момент, как не звучало бы это лицемерно, но конкурентов в Скандинавии у меня нету. Но это на самом деле плохо. Конкурент должен быть всегда, и конкурент желательно, чтобы был какой-нибудь ярый, чтобы он конкретно задал темп, чтобы я не ловил здесь расслабон. Но, к сожалению, пока что таких нету, желающих со мной побороться. Но я постараюсь не стоять на месте, а постоянно улучшать контент. Это самое главное, что как бы нужно для моего зрителя в любом случае. Потому что если все будет одно и то же, с одним и тем же качеством, с одним и тем же звуком, то это никуда не годится. Время идет, технологии растут, ну и нужно за этим всем следовать в ногу. Кстати, вот, я видео снимал про Супера, 10% здесь был подъем. Ну, в целом, тут написано, что короткий его отрезок 10% спуск, то есть подъем такой же самый будет. Но и дальше там по всему маршруту мы, может быть, увидим еще и следующий знак, какой же тут был все-таки процент подъема. Но вот в этом месте 10%. Но какие-то ямы тут. Ну, я продолжу, что надеюсь на то, в принципе, что в скором будущем появится какой-нибудь конкурент. Какой тут широкий мост. Ух. Вау. Вот тут можно даже вам
постоять, пока никого нету. Шикарная речка. Горная. Красота. Ну, видите, не работа, а сказка просто. Останавливаемся, рассматриваем ляпоту разную. Грех жаловаться. Ну, в целом, я думаю, вам понятно по поводу как бы работы структуры. Да, следующая, конечно же, моя цель. По поводу, да, их я тоже всех, в принципе, обогнал по просмотрам и по подписчикам. Может быть, по подписчикам кого-то не догнал, но по просмотрам я их, количеству в сумме просмотров на канале, я вроде бы всех обогнал. Кто здесь когда-либо снимал, коренные жители Скандинавии. И, конечно же, я говорю о русскоязычных. Если честно, кто на других языках тут что снимает, я о них вообще ничего не знаю. Ешь твою раз, 8%. 8% был здесь. Ну, здесь несколько участков. Я думаю, там впереди он тоже был десятка минимум. Либо же у меня реально тягач из ошибки это не тянул, что мне казалось, что здесь все 15%. Значит, следующая моя крупная, конечно же, цель это 100 тысяч подписчиков. 100 тысяч подписчиков, кто не в курсе, на ютубе дают серебряную кнопку ютуба. Ну, то есть это будет очень такое достижение, довольно-таки серьезное достижение. И я уже войду в сегмент средних каналов таких на ютубе. И в целом в тематике дальнобоя это тоже будет у меня хорошее достижение по подписчикам. Ну и, конечно же, кнопку надо мне серебряную обязательно. Я люблю вот где-то к чему-то идти, и где меня ждет какая-то награда в конце. Это очень интересно. Да, и я еще забыл сказать про косяк супера. В данный момент хреново работает ретардер. То есть на данный момент я иду пустой, на спуске 8%, как написано, мне кажется, это вранье полное. Ну какие тут 8%? Тут десятка железная. Ретардер у меня затянут на максах. Она должна как вкопанная просто остановиться на нем, но нет. Она даже не тормозит. Ну, шефу я об этом уже тоже сказал, что, говорю, проблема есть реальная, ретардер работает, ну, не так, как надо. Потому что я знаю, как он работал новый, и я только что слез с черной V8, где тоже ретардер работал идеально. Ну, реально, вот, вам видно с этого ракурса, ну, что здесь точно не пахнет 8% никакими. Ну, или это зрительный обман такой какой-то выходит у нас. Ну, спускаться здесь, конечно, поприятнее, чем подниматься было. Но зимой, я думаю, эта дорога закрыта. То есть даже не по незнанке вы сюда не сможете проехать. Ну, хотя все возможно. В принципе, так, ну, грузовой навигатор сюда не ведет. Это я поехал по своей инициативе, потому что я знаю, что погода мне это позволила сделать. Я и посмотрел по гуглу фотографии этой дороги и так далее. Я наобум тоже сюда не ехал. Так, легковушка сзади, обгоняй. И да, спустился я, конечно же, быстро очень, потому что подымался я сюда около часа, наверное. А спустился за 5 минут. Очень пейзажное тоже место. Здесь огромная база для кемпинга. Можно снимать домики, стоять на стоянке. Тоже здесь супер мост. Такое релаксирующее. Вон вашему вниманию название, кто вдруг из туристов попадет, я надеюсь, его видно. Аурдаль Фьорд Кемпинг. Ищите его на карте.
Кому интересны цены, вот его еще раз название вам. Аурдаль Фьорд Кемпинг. Ну, вот такой вот домик, я могу сказать, что будет стоить около сотки, а то и 150 евро в день, то есть в сутки. Ну, конечно же, может быть чуть-чуть поменьше, в зависимости от региона и от пейзажности. Здесь также я уже еду по этим дорогам без навигации. Ничего не отвлекает, только дорога и руль. Маршруты накатанные. Ну и вот, собственно, от этого есть немножко такая вот проблемка, да, что иногда нечего снимать. Но здесь, ребята, как бы работу менять только из одного ютуба я не буду, потому что, как я и говорил, что у меня работа на первом месте, а потом уже YouTube. Иногда что-то вот бывает, простреливает, вот, а так только надеяться и ждать, что что-то, где-то какой-то маршрут, новый пейзаж, новый город откроется. На самом деле много мест, где я еще не был, ну а еще больше мест, которых не было у меня на YouTube канале. Вот, если сам я без YouTube много где проездил, то на YouTube на самом деле у нас не сильно чего много было, поэтому я говорю, что показывать есть еще до хрена чего. Ну и пока что только надеемся на какой-то хороший новый рейс. Почаще бы Запад, эти края посещать. Это, в принципе, и для работы хорошо, и тоже, опять-таки, для канала хорошо. А пока я выехал на 16-ю дорогу, и сейчас с 16-й я уйду на 33-ю, на Гьовик. С Гьовика на Хамар, с Хамара на Элверум, и за Элверумом у меня будет загрузка. Вот, но сегодня речь у нас не о загрузках, а о Ютубе. Ну и в целом я, наверное, все рассказал, как начиналось, какие были трудности. Да, всегда есть переживание видео. Наверное, чем дальше это идет, тем больше, когда тоже ты видео делаешь, работаешь над ним там. Ну, я же вам сказал, сколько времени уходит на это все. Ты его загружаешь и бам! Ничего не происходит. Всегда у меня в моей студии YouTube, куда я загружаю видеоролики, там есть статистика по 10 последним видео. Ну и вот когда уже ваше видео пишет 10 из 10, то все, вы потерпели поражение. Вот. Но я примерно уже как бы, ну, знаю, какие темы могут заходить, какие не будут заходить. То есть, например, что-то, все любое отвлеченное от руля фуры из Скандинавии, это уже будет мимо на моем канале. То есть, там, о каком-то отдыхе, или где-то я на какую-то пойду в город даже просто на экскурсию, это будет только смотреть моя узкая аудитория, которая там тоже, возможно, кто-то со мной несколько лет, кто-то год, но вот они смотрят все подряд, их там будет, это процентов 10 от канала, то есть, но все равно, я если что-то вижу, еще один важный фактор, что многие видео я делаю для себя, это моя память, я просто с этого начинал, но как-то не продолжил свою мысль, что когда я начинал, для чего я начинал, чтобы, думаю, ну вот куда я сейчас это храню, собирать эти все видео, фотки, их какое-то огромное количество, для чего это все, и я это вот все начал как бы выгружать, да, и это все уже удаляю со всех устройств, оно хранится здесь на YouTube, и оно будет здесь храниться до тех пор, пока я буду снимать YouTube, поэтому до старости я его буду снимать, и еще и после. То есть YouTube сносит каналы, которые неактивные там, я не знаю, может более 5 лет. И то, если этот канал был популярный и набирал просмотры, и набирают просмотры, то YouTube также их не трогает. Поэтому это, как бы, в принципе, да, затраты на трафик. Если это окупается, то вы, в принципе, вот, делаете себе такой memory, памятная доска YouTube. Пожалуйста, заходите,
Вот даже для себя можете делать, да, и неважно, кто вас будет смотреть, вы можете не отвечать на комментарии, вы можете вообще ни на чем не заморачиваться, если вы хотите просто куда-то выгружать весь свой материал, фотки, видео, выгружайте нахер это все в YouTube. Вдруг это вообще кому-то понравится, да, и вы насобираете какую-то аудиторию, еще и доход за это получите, вот. И у вас будет где хранить ваши видеоматериалы. Ну, почему бы и нет. Быстренько пробежимся по моим инструментам. Значит, первый телефон. Телефон у меня самый обыкновенный, Xiaomi 12T Pro. То есть мобильный телефон у меня для какой-то мобильной, где-то быстренько фотку какое-то, видео снять. Удобно, да? Я по поводу айфонов просто ничего мне не пишите. Я не перевариваю этот телефон и не вижу никакого вообще в нем в целом смысла. Значит, следующее, что у меня имеется, собственно, то, о чем я и говорил. DJI Pocket 2. Это такая вот камера, она не экшен, она больше для влогов, блогов, шмогов. Ручная камера с трехосевым стабилизатором. С нее очень плавная, классная картинка получается. Плюс к ней идет беспроводной микрофон, как я и говорил. И я могу управлять ей с телефона. То есть это тоже огромный плюс. Мои микрофоны. Один на мне висит, второй в гнезде. Ну и сам передатчик у нас находится на камере. Вот наша камера. Также здесь есть разные прибамбасы. Мой палка от камеры, от этой. Это ее комплекта. Специальная DJI Action палка, длинная, для интересных съемок. И здесь штатив. Не буду вам его показывать, распаковывать. Обычный штатив на 1,5 метра у меня имеется. Ну и ноутбук собственной персоны. У меня MCI игровой. Ноутбук 1800 евро. Поэтому это не дешевое удовольствие снимать качественное видео и делать его качественное. Ноутбук мощный, просто скажу мощный, не буду вам вдаваться в подробности, в его параметры, это мало кому интересно. Многие давным-давно писали, дрон, тебе бы дрон, снимать дрон. И я всю вот эту покупку отлаживаю, и уже как бы я его куплю, обязательно куплю. Но эта покупка не дешевая. Я вначале рассматривал более бюджетные варианты, но они мне по разным параметрам не подходили. И тот дрон, который мне конкретно подходит, который я смогу использовать очень часто для съемок, он стоит, конечно же, денег. Стоит он конкретно 1700 евро. Это DJI Air 3. Ради чего? Ради его функций, его камеры, его зума. То есть это очень крутой, хороший дрон. То есть, ну и, конечно же, эта сумма для меня пока что большая, и так ее вывалить это тяжело. И значит, предложение для тех, кто хочет поучаствовать в покупке дрона. То есть, чтобы вы понимали, я дрон куплю в любом случае, но с вашей помощью могу купить его быстрее. Те, кто вот хотели, чтобы я купил дрон, пожалуйста, в описаниях вы найдете ссылку на Donation Alert, вы можете помочь в покупке дрона. Также я скину карточку МИР, вы можете на карточку перевести кто сколько угодно, неважно сколько. Я просто думал до этого, что да ладно, как-то что-то это на зрителей выносить, это неправильно, а потом прикинул, почему нет, видео я снимаю для вас, стараюсь я для вас. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого, несмотря на то, какая ситуация творится в мире. Мы находимся конкретно сейчас на моем видео, на моем канале. Мы работаем со мной. Поэтому я говорю, что в любом случае он купится. Единственное, сроки его покупки будут зависеть теперь. И как удобно, когда несколько камер, то что одна села, вторую включил с тем же самым беспроводным микрофоном, и все у нас в порядке. Сейчас можете как раз таки оценить качество съемки одной камеры и звука, и второй камеры и звука, кому это интересно. Вот, поэтому ссылки в описании, читайте, информация будет там, как вы можете поучаствовать в этом. Ну и когда он купится, распакую, покажу все как есть, скрывать ничего не буду.
И спасибо за просмотр, спасибо за эту всю поддержку, которая я знаю очень многих. Все-таки запоминаю имена, логины, кто очень давно меня смотрит, в принципе, практически с самого начала. Вам тоже огромное спасибо. Значит, спасибо подписчику Александру, который заехал в гости ко мне в Гол и подарил мне 3 литра испанского вина. Вот, тебе особенное спасибо за такой подгон. Выпью за твое здоровье обязательно. Вот. Растем, ребят, развиваемся дальше, работаем на канале. Всем спасибо за внимание. С вами был Федор. Всем пока.